Вы никогда не задумывались на тему того, с какими пушками играть в данный момент намного профитнее? Выбор оружия — это очень важный фактор, который напрямую влияет на вашу победу или поражение. Самое интересное в этом то, что у каждого игрока свой топ оружий, с которым ему комфортно играть, и он этот топ считает самым правильным. Сегодня я представлю вам топ-5 пушек, которые лучше всего справляются со своей задачей. Всем здорово, мужики! Это видео, я думаю, ждали многие, и я считаю, что оно сейчас очень актуально. Ребаланс оружия в этом обновлении очень сильно пошатал этот топ. И первую неделю я даже не понимал, с чем мне следует играть. Но сейчас пазл сложился, и теперь видна полная картина. Поэтому, братишка, как обычно, присаживайся поудобнее. Не буду просить тебя заваривать Нескафе, потому что пить воду в наше время намного практичнее. Как обычно, с тебя мужской жирный палец вверх и приятного тебе просмотра. Давайте начнем с того, что я не разделял этот топ на лучшее оружие с пола или с дропа. Это в принципе лучшее оружие в Call of Duty Mobile на данный момент. Наверное, около 9 месяцев я играл с Феньком, поэтому после того, как я увидел, что с ним сделали, я понял, что нужно искать ему замену. И как ни странно, той самой заменой Фенька стал его собрат по нерфу, Мак 10. У Мака и так была не самая лучшая дистанция. Фенек по факту выигрывал Мак за счет своей стабильности, но когда Феньку сделали дистанцию плюс-минус такую же, как и у Мака, сразу стало понятно, что дальше 5 метров Фенек уже не вывозит. Мак же берет своей скорострельностью. На ближнюю дистанцию нету оружия лучше, чем Мак 10. Если, конечно, ты не получишь ваншот с ХСО. На расстоянии до 5 метров перестрелять Мак является действительно сложной задачей. Я поставил его на 5-ю строчку именно из-за того, что у него ограниченная дистанция. 5-10 метров это потолок для Мака, и при игре с ним это не нужно забывать. К нему действительно нужно привыкать, особенно если вы раньше играли с Феньком. Это совершенно не то оружие, с которого на 15 метров можно было от бедра стрелять в точку. Мак это супер ближняя дистанция, у него хорошая подвижность, лучший скорострел в игре, не самый плохой урон, да и перезарядка у него достаточно быстрая. Держите мою актуальную сборочку на Мак 10, она никак не изменилась с моего последнего ролика. Почти всегда на турнирах с дропа я беру Мак 10, и у вас может появиться вопрос, почему же я поставил его только на 5 место. Потому что я считаю, что 4 место по совокупности своей имбовости с дропа и с пола по праву должен занимать ППШ. Мужики, но сначала я хочу посоветовать вам магазин CP в телеграм-канале CP Donater. Серега продает CP по доступным ценам, также у него вы можете заказать новенький Battle Pass, даже если у вас в магазине нету CP. А если вам понадобится новенький индийский аккаунт, на котором все цены в 2 раза ниже, Чем на вашем. то за символическую стоимость вам его быстро создадут. Братишка, все ссылки, как обычно, в закрепленном комментарии. Переходи по ним и знай, что Ромчик плохого никогда не посоветует. Если у вас нет увеличенного магазина, смысла брать Мак 10 с пола нету никакого. 30 патрон это очень мало для Мака. А вот у ППШ в стоке уже идет 65 патрон. Когда только ППШ вышел, он был, по моему мнению, очень хорошо сбалансирован. Трудно было не сделать из ППШ явную имбу, но за счет того, что они дали ППШ не лучшую точность стрельбы от бедра, она выглядела максимально сбалансированно. И как бы все, с того времени ППШ не нерфили и не апали. А на фоне того, что Фенек убили и понерфили Мак, ППШ действительно заиграл новыми красками. С ППШ играть намного проще, чем с Маком, потому что ППШ за счет своего большого магазина прощает тебе все ошибки. Выходи префом на противника, зажимая при этом. Вот в чем вся его прелесть. При игре с ним ты не думаешь о своих патронах, как это случается в ситуации с Маком. Также у ППШ намного лучше дистанция. И вот он как раз таки сейчас является, наверное, таким среднячком. Он хорош вблизи, но и на 15 метров его спокойно можно использовать. У него достаточно неплохая точность стрельбы в прицеле, особенно если у вас есть легендарный ППШ. Там очень тонкая мушка, и зажимать с него становится куда приятнее. Сборка на него у меня выглядит вот таким образом. Максимально бафаем дистанцию и все остальное на бедро. Как мне кажется, полный дефолт. Мы продолжаем постепенно двигаться по нашему топу и уже незаметно подошли с вами к 3-му месту. Скажу сразу, это мое любимое оружие. Дам вам подсказку, на него есть мифический скин. Если бы я делал не топ-5 пушек сезона, а топ-5 моих любимых оружий, Килла бы был на 1-м месте. Да, в этом сезоне его нерфанули, но этот нерф незначительно отразился на нем. Килла это, знаете, как боксер, который только что получил мощный удар, но не почувствовал его и пошел дальше. На среднюю и ближнюю дистанцию Килла является лучшей штурмовой винтовкой. У него неплохая скорострельность, потрясающий урон, у него нету отдачи, pay-to-win коллиматор, который я считаю очень-очень сильно бафает Килла как оружие. В основном на турнирах я играю именно Килла плюс ПП, и это очень имбовый сетап. На дистанцию 70-80 метров с него можно даже перестреливать снайперские винтовки, особенно если вы взяли Килла с дропа. На ближней дистанции он тоже себя неплохо показывает, и у него не самая худшая точность
стрельбы от бедра. Да, он не сравнится по этому показателю с М13 или 117, но точность от бедра у него на уровне. На самом деле сейчас для меня есть 3 лучшие штурмовые винтовки. Первый это, понятно, Килла, второй это М4 и третий Калаш. Оставшиеся 2 пушки не меньше Килла заслуживают находиться в топе. Калаш берет своим потрясающим уроном, М4 своей точностью и отсутствием отдачи. Но как я считаю, Килла это совокупность М4 и Калаша. Поэтому именно он находится у нас сегодня на 3-м месте. И поэтому именно он пользуется всеобщей любовью среди игроков. Сборка на Килла у меня сейчас вот такая, не помню на самом деле менял ли я ее, но сейчас я играю именно вот такой сборочкой. В прошлый раз, когда я делал топ-5 пушек, это оружие у меня стояло на 3-м месте, а сейчас оно поднялось на 2-е. Могучий ужасный обрез. Сразу поясню, почему так произошло. В том видео выше обреза я поставил фенек, потому что с фенька можно было изи контролировать ХСОшников на расстоянии. Да и в упоре, если тебя не шотнули, то противник даже не успевал второй патрон зарядить, как улетал в лобби. Сейчас ситуация поменялась. Во-первых, 7 ПП урезали точность стрельбы от бедра. Во-вторых, мы уже обсудили, что фенек сейчас совсем не тот. Обрез это скиллозависимое оружие, спору нет. Но именно везение с обрезом намного важнее. Вы можете шотнуть 3-4 противников подряд, а следом дать 3 шота в пистолетчика. Это стандартная практика с ХСО. Обрез лучший клатч-министр. Дать клатч с обреза 1 в 4 намного легче, чем с ПП. Потому что у обреза есть ваншот. И ваш противник может даже не успеть нажать кнопку стрельбы, как уже будет сидеть в лобби. Долго я про ХСО разговаривать не буду, потому что совсем недавно на моем канале было видео про него. Сейчас у вас на экранах высветится ссылочка, по которой вы можете перейти и посмотреть тот выпуск целиком, посвященный ХСО. Ловите сборочку на него, но я думаю, все, кто хотел мою сборку, давным-давно ее забрал. И вот мы с вами подошли к самому интересному и вкусному. В выпуске про Калаш я сказал, что Activision нерфит и апает пушки, смотря только на сетевую игру. Ап этого оружия только подтверждает мои слова. Лучшая пушка на данный момент, по моему мнению, это М21 EBR. Эта снайпа была очень хороша в КБ и до обновления. Также у нее присутствуют pay-to-win скины. Один из них можно купить в магазине с кредитами, другой выбивался из ящика. EBR апнули скорострельность и урон. Теперь как только вы останавливаетесь на 1 секунду для того, чтобы помочь бабушке перейти дорогу, вы сразу же улетаете в лобби, если за вами следит челик с EBR. А если их двое или вообще целый сквад, то вы можете просто удалить игру. EBR это нереальный ган. На среднюю дистанцию это сейчас лучшее оружие. Вдаль, конечно, с EBR-ки стрелять куда сложнее, потому что патроны у нее летят не так быстро, но все же. А поставив на него Gold Sniper Expert, с него можно спокойно зажимать как с ШВ на ближней и средней дистанции. Также у EBR присутствует ваншот в голову с Gold перком на дальность. На секундочку, даже у кошки нету ваншота в голову. Надо как-нибудь взять и протестить EBR с 3X прицелом и Gold Sniper Экспертом. Не знаю, чем думали разработчики АПа и EBR, но я уверен в одном это точно. В нашей игре баланса никогда не будет, пока они не поймут, что Королевская битва это не сетевая игра, и нельзя балансировать два абсолютно разных режима игры вместе. Сборка моя на EBR-ку выглядит вот таким образом. Кстати, советую вам открыть вот эту сетку прицела, с нее очень комфортно стрелять. Вот такой топ-5 пушек у меня получился. Повторюсь, что это мое личное мнение, основанное на моем личном опыте. Я не стал выпускать это видео сразу, чтобы максимально погрузиться в процесс и протестировать все ганы на своей шкуре. Подписывайся на канал, если ты тут впервые, прожимай жирный мужской палец вверх и обязательно напиши в комментариях свой личный топ-5 пушек. Мне будет действительно интересно это почитать. Скоро услышимся, братишка. Пока.